Оказывается, в Канаде достаточно просто найти большой земельный участок за вполне адекватные деньги. Мы вот понятия об этом не имели, пока сами не начали искать себе недвижимость. И во время наших поисков выяснилось, что на рынке достаточно много предложений на любой вкус и цвет. Оставалось только найти землю своей мечты. Всем привет! Добро пожаловать на канал, меня зовут Ирина, и в этом видео я поделюсь нашим опытом покупки лесного участка площадью около 40 гектаров в Канаде, провинция Новая Шотландия, и расскажу, какие же бывают способы покупки земли. Когда мы собирались ехать в Канаду, одной из первостепенных задач для нас была покупка недвижимости. Так как в стране исхода мы жили в частном доме, жить в съемной квартире было для нас мучением. Собственно, поэтому изначально мы и целились на Новую Шотландию, потому что цены на местные дома в 2019 году были для нас приемлемыми. Что случилось в 2020 и как это повлияло на стоимость недвижимости, это уже другой разговор. Но к концу 2020 года мы уже были здесь и никак не могли на что-либо повлиять. В общем, в марте 2022 года, через год и 3 месяца пребывания в Канаде, мы покупаем лесной домик с прилагающимися к нему 93 акрами земли. Если округлять, это примерно 38 гектаров. Причем в нашей местности нет никакого зонинга. Что такое зонинг, расскажу чуть позднее. И мы имеем право строить здесь практически все, что угодно. Итак, давайте по порядку. Какие типы земельных угодий существуют в Канаде? Первый тип – это Crown Land или земли короны. В общем, Crown Land – это земля общественного пользования, которая принадлежит провинциям. Покупка этой земли возможна, но с определенными условиями и ограничениями по пользованию, определяемыми правительствами этих самых провинций. Также эти участки можно арендовать или взять в лиз. Большая часть территории Канады, примерно 89%, это Crown Land. В Новой Шотландии короне принадлежит около 24% всех земель провинции. Следующие два типа земельных участков – это земли в частной собственности. Они бывают двух видов. Первый – так называемые raw lands или неосвоенные земли. Это, как вы поняли, земли, которые никогда до этого не осваивались человеком. На таких участках вы не найдете никаких коммуникаций и строений, а также, скорее всего, не будут проложены дороги и может даже не быть подъездов. Как я уже упомянула, эти земли находятся в частной собственности и, соответственно, их можно найти на рынке. Второй вид – это vacant land, что так и переводится – вакантная земля. Таким участкам зачастую проведены коммуникации и есть подъезды, и, наверное, большая часть земельных участков на рынке продается как vacant land. Ну и лично я выделяю четвертый тип. Это земельный участок с уже имеющимся на нем строением, который будет котироваться у банка как объект недвижимости, жилой или коммерческий. Помните, в начале видео я упомянула про зонинг? Этому вопросу вообще можно посвятить отдельное видео, но думаю, что стоит сказать пару слов об этом. У каждого муниципалитета в Новой Шотландии имеется своя карта земель с присвоенным этим землям зонингом. То есть с разделением на зоны, для каждой из которых установлены свои правила, что там можно делать, что можно строить и как вообще эту землю можно использовать. Мне кажется, что это один из самых главных моментов, который необходимо проверить перед покупкой земли. Потому что, например, вы хотите построить какое-то производство или ферму, а зонинг муниципалитета позволяет строить только жилые дома. Таким образом, купив участок под какие-то определенные цели, вы этих целей можете просто не достигнуть, потому что вам не разрешат пользоваться вашей землей так, как вы хотите, если зонинг не соответствует этому назначению. В определенных случаях назначение земель можно поменять, но, насколько я знаю, это достаточно муторный процесс, и положительный результат, конечно же, никто не гарантирует. Когда мы искали недвижимость, мы рассматривали разные варианты участков, разных размеров, с разным зонингом, но в итоге купили землю в так называемый General Basic Zone. Это зона, где разрешено любое использование земли. Можно строить жилые дома, открывать любые бизнесы, заниматься лесохозяйством, сельским хозяйством. Можно даже большое производственное предприятие построить. Там есть ограничения только на какие-то совсем специфические виды деятельности, которые могут оказывать значительное влияние на окружающую среду. Ну и самое интересное, как же мы это добро покупали и какие бывают способы покупки земли. Первый и самый простой способ, если у вас есть деньги, вы находите земельный участок и покупаете его за кэш, то есть за наличные.
Не скажу, что это нереалистичный вариант, поскольку в зависимости от локации можно найти землю за вполне доступные деньги. Второй вариант – взять землю в ипотеку под будущий дом или бизнес, ну или найти инвесторов, которые вложатся в вашу идею. В этом случае также необходимо иметь либо капитал на первоначальный взнос и хотя бы фундамент здания, либо бизнес-план, под реализацию которого вам дадут деньги. Этот вариант, скорее всего, подойдет не всем, так как он достаточно сложный, трудозатратный и довольно рисковый. Ну и надо отметить, что ипотеку на землю все-таки взять сложнее, и первоначальный взнос на нее обычно больше по сравнению с обычной ипотекой. И тут вы спросите, ну и как же купить землю с минимальными капиталовложениями, что без денег и бизнес-идеи никуда? Ну, для таких как мы есть третий вариант – найти землю с уже имеющимся на ней строением. Это может быть как вполне себе приличный маленький домик, скорее всего требующий ремонта, но в котором можно сразу жить, либо это может быть незаконченное строительство. И как вы, наверное, уже поняли, мы пошли именно по этому пути. И надо сказать, что по моим наблюдениям таких объектов на рынке достаточно много. Это могут быть и фермы, и дома в лесу, и домики дачного типа на берегу какого-то водоема. В общем, для каждого найдется что-то свое. В нашем случае это был незавершенный охотничий домик-дача, под который мы взяли специальную ипотеку. Продукт, который нам одобрил банк, назывался Mortgage plus Major Improvement, то есть ипотека плюс капитальный ремонт. Но суть этого продукта ничем не отличается от строительной ипотеки. Принципы одни и те же. Таким образом, можно убить двух зайцев сразу. Вы покупаете и землю, и уже имеющийся на ней готовый дом, и ремонтируете его, по сути, за деньги банка. И банки проще относятся к таким ипотекам, поскольку это для них меньший риск. В случае банкротства заемщика банку будет проще продать какую-то недвижимость, нежели просто голую землю без каких-либо коммуникаций. Учитывая стоимость домов в 2020 году, для нас на тот момент это был самый приемлемый вариант. В Канаде можно взять ипотеку с 5% первоначальным взносом. Кстати, есть даже государственные программы, которые помогают с этой суммой, если вы покупаете свой первый дом и у вас вообще нет денег. Не думаю, что это хорошая идея, но в любом случае такая опция есть. По дороге, конечно же, мы сделали кучу ошибок, о которых, я надеюсь, расскажу вам в следующих видео. Ну и самый главный вопрос – зачем нам столько земли и что мы собираемся с ней делать? На самом деле идей очень много, и здесь действительно можно кучу всего построить. Все это, конечно же, требует огромных капиталовложений, и сейчас это первостепенная задача, с которой необходимо работать, чтобы реализовать все наши планы и мечты. Вот так мы и стали землевладельцами в Канаде. 2 года у нас ушло на то, чтобы довести дом до такого состояния, чтобы в нем можно было хоть как-то существовать. Ремонт, конечно же, никогда не заканчивается, нужно еще доделать подвал и еще кучу всего, но давайте не будем о грустном. А в следующем видео я расскажу вам про нюансы нашей ипотеки, какие есть подводные камни и что бы мы сами хотели знать до того, как ее брали. Да, и кстати, если хотите почитать об истории нашей миграции с самого начала, добро пожаловать в наш телеграм-канал, ссылку вы найдете в описании. Ну и до встречи в следующем видео!